Так, всех приветствую. Ахо, мой дух приветствует ваш дух. Ахо– это индийское приветствие, которое обозначает «я предлагаю тебе свое присутствие». Это недословный перевод, потому что у этого нету объяснений в словах. Это состояние. Ну, это как первичный звук «ом», как первичный свет, как первичное то, чем мы с вами являемся. И поэтому я много лет назад, с тех пор, как познакомилась с традицией индейцев различных направлений, буквально влюбилась в это приветствие, и у нас в этмологии мы его используем. Я Эва, и я этмолог. И я здесь для того, чтобы провести с вами несколько дней в такой презентации этмологии, чтобы я рассказала вам о базовых основах этмологии, о том, чем это может быть полезным обычным людям и людям, которые ищут новые профессии, новые коннекты, да, с тем новым, что сегодня так стремительно развивается и так стремительно раскрывается. И мы видим, что появляется огромное количество новых профессий, которые диктуют современный мир и область психологии, психотерапии и духовности, социологии как таковой, не исключение. И свой путь я начала в свое время как человек, который хотел как-то наладить собственную жизнь, личную жизнь. И это привело меня к изучению психологии более глубоко. И после психологии я увидела, после базовой классической психологии институтов, магистратуры, я увидела, что по большому счету отрасль достаточно неприкладная, разве что можно сидеть на профотборе, разве что можно в судмедэкспертизе где-то сидеть или в каких-то мотивационных направляющих пространствах, которые исследуют, что такое мотивация, что такое желание, что нами движет, что такое эмоция, где-то психофизиология. В этом направлении там я тоже посматривала, но мне было мало интересно, как это сконструировано. Мне гораздо было интереснее, как это может зажить той полноценной жизнью, к которой стремилась я. И когда я уже стала психологом, я увидела, что практически каждый человек, который приходил ко мне как специалист, он заявлял о том, что он просто хочет быть счастливым. Но для счастья ему не хватает. И люди говорили: мне не хватает денег, у меня не хватает здоровья, у меня не хватает, нету тех отношений, которых хотелось бы, или их вообще нету, или какие-то сложности с психоэмоциональным состоянием, с расстройством сна, с приступами агрессии, с отсутствием вкуса к жизни. В любом случае, так или иначе, люди заявляли, что они в этом месте несчастны, и у них есть идея, что для того, чтобы они были в полноте жизни, чтобы они были более счастливыми, они должны решить вот эту тему, и тогда их жизнь засияет другими красками. И, соответственно, надо было углублять свои знания. Так я узнала про различные направления психотерапии. Я не просто их узнала, я закончила, да, сертифицированный специалист в огромном количестве направлений. Я думаю, что здесь есть мои коллеги, все-таки не считаю их бывшими коллегами, психологи, психотерапевты, они знают, что учиться надо все время, потому что все время нужно что-то добирать. И поэтому я закончила и курсы гипнотерапии, и сексология, и базовые основы телесно-ориентированных направлений, и позитивной психотерапии, и краткосрочная, и долгосрочная. И в свое время я потом познакомилась с расстановками. Возможно, здесь есть те, кто знает, что это за направление. Я была влюблена в расстановки, потому что для меня это был быстрый вход в бессознательное, и не через ум, а непосредственно через душу, непосредственно через состояние человека, которое он сам от себя скрывает. Более того, кроме быстрое попадание в энергоинформационное поле человека, запускались аутопоэтические процессы. Аутопоэтические процессы – это процессы, свойственные всем живым системам по самоупорядочиванию, саморегенерации, самовосстановлению. И оказалось, что мы с вами включены в огромное количество инфополей. У нас есть и наша личность – это очень-очень сложная структура,
литература, вот психология с ней достаточно хорошо разбирается. У нас есть опыт нашей жизни от зачатия до сегодняшнего дня, этим хорошо занимаются травматерапевты, психотерапевты такие классические, которые исследуют непосредственно те незакрытые гештальты в нашей жизни, те события, которые мы не прожили, на которые не отреагировали. Вот. И опыт показывал, что нужно было углубляться глубже, а куда у нас после рождения? Мы можем только внутриутробный период. И целое направление трансперсональной психологии, психотерапии открыли перед нами врата и доказательства, что наша с вами жизнь не начинается с момента рождения, а с момента зачатия. И глубже мы опускаемся в трансгенерационные связи, это связи наших предков, даже с которыми мы с вами не были знакомы, что все, что было у наших мам, пап, бабушек, дедушек, прапрабабушек, прапрадедушек, классическая эпигенетика и генетика считают, что это 7 поколений, но мой опыт показывает, что мы с вами такая система конденсированного опыта, всего опыта нашего рода. Конечно, то, что было поближе, оно как будто, знаете, больше на нас влияет, возможно, именно потому, что оно свежее, а то уже 30 раз пыталось допрожиться, допроживаться, и мы видим, как такими семеричными циклами на 7-м уровне идет снова постановка таких рабочих зон для той судьбы, в которой потомки могут что-то завершить и двигаться дальше. Но потом возникли вопросы, да, почему же мы выбираем именно эту родовую систему, а почему в родовой системе или даже в одной семье, где деток воспитывают абсолютно одинаково, где они могут быть вообще однояйцевыми близнецами, с точки зрения генетики они вообще клоны, но с точки зрения психологии, с точки зрения их судьбы и событийного ряда, это абсолютно разные могут быть траектории их движения. И при исследовании таких вот систем близняшек, двойняшек, мы видели, как мы переплетаемся с одним опытом в родовой системе, а другой брат или сестра с другим опытом. Вопрос, по какой такой причине система наделяет тебе дивиденды материального благосостояния за там какую-то бабушку добрую, хорошую, а тебе за то, что кровь на руках у прадеда не отмыта, будешь сейчас переплетен жертвами. Понятно, что мы живем в разумнейшей системе, достаточно посмотреть на мир нашей природы, достаточно посмотреть на мудрость самой жизни, то очевидно, что есть еще какие-то законы. И так я нырнула в глубокие слои исследования понятия кармы, системного опыта, потому что мы можем идти по ведической философии в понятие кармы, что наша душа уже воплощалась в других телах, в других воплощениях, а можем пойти за классической психотерапией, например, господина Юнга, который вел понятие коллективного бессознательного и доказал, что мы все с вами переплетены и связаны с глубоким общечеловеческим опытом. И он прав, потому что где хранится опыт вашей прошлой жизни, где вы, например, были воплощены в женском теле где-то во Франции. Конечно же, этот опыт будет храниться в энергоинформационном файле самой Франции и той родовой системы, которой вы принадлежали, если она еще жива. Если уже ее потомков нет, то в любом случае это будет в коллективном, бессознательном, в кластере «я француженка», да, которая проживала вот такую-то судьбу. Если там что-то было не завершено, если там было что-то не закрыто, то тогда именно этот опыт в эзотерике, этот уровень, это тело называют причинным или каузальным, кармическим. Именно этот опыт является своего рода магнитами, резонаторами, которые нас притягивают в ту родовую систему, где мы можем воссоздать себя же, где мы можем из историй, опыта наших предков. И по слову «история» я хочу, чтобы вы понимали, что важно не декорация, не событие, а опыт, состояние, к которому пришла душа в результате этого опыта. Например, никому нельзя родному брату верить, может
принять такое решение и уверовать в это, человек абсолютно в разных обстоятельствах. У кого-то увели жену, у кого-то сдали врагам, кто-то предал, кто-то анонимку написал, кто-то ради материального какого-то благосостояния какую-то подлость сделал. И поэтому декорация как таковая, сам сюжет, сам сценарий, он не очень важен. Гораздо важно вот этот резонанс энергетический, эмоциональный, именно он является тем клейстером, тем резонансом, где мы, заходя в эту родовую систему, в этот временной промежуток, в эту страну, проходя по ландшафту полей предков наших предков, мы с вами все пришли сюда из тонкоматериального мира, из астрального мира, и вот по таким пазлам, по таким сегментикам, да, душа как бы воссоздает себя. И это величайший такой закон, почему мы выбираем ту или другую родовую систему. И глядя на свою родовую систему, на свои переплетения, на судьбы, которых мы повторяем, мы можем смело сказать: это я. Да? Вот мой групповой портрет. Если бы мы могли каждый себе разложить вот эти качества, сколько во мне смелости, сколько во мне хитрости, сколько во мне любознательности, сколько во мне честности, сколько во мне там креативности, то вот это все, вот от этих наших предков, они многогранные, мы с разными гранями их личности, их опыта были связаны, вот так мы себя воссоздали. И есть другой огромный плюс в нашем материальном мире, что для нас делает родовая система, она для нас всегда и без исключения ресурс. Еще раз повторюсь, всегда и без исключения ресурс. Почему? Потому что на резонансе, а это духовный закон, подобное к подобному, вы притягиваетесь в ту родовую систему, где можете отзеркалиться и собрать себя. На уровне физического закона у нас срабатывает закон не резонанса, а притяжения противоположностей. Все мы физику с вами учили и знаем, что плюсик соединяется с минусом, а плюс с плюсом отталкивается, а минус с минусом отталкивается. Что для нас это значит? Вот у нас есть волна, моя волна, я есть это, я переплелась с судьбой моей бабушки вот в этом месте, я вот так вот смотрю на мир, я вот так вот его воспринимаю, именно так повторяется сейчас отчасти женская судьба моей бабушки, вот, но при этом это та же задачка, которую моя душа там не решила. И этот опыт может быть идентичный, да, меня все время предавали, меня бросали, меня использовали, и я никак не могу вывернуться из этого файла, никак не могу создать ту структуру личности, которая отыграет какую-то другую судьбу. Или же наоборот, я имею необходимое количество мужских воплощений, например, или женских, где от меня вот страдали вот другие женщины, потому что ради меня мужчины бросали, или я те нерадивые мужчины, которые бросали жен, предавали. И теперь я переплетаюсь с опытом своих же жертв, и через переплетение с бабушкой сейчас проживаю вторую часть посеянного собой урожая. Это то, что касается воссоздания своей структуры. Но я сказала вам о том, что здесь материальный мире противоположности соединяются. Поэтому, с одной стороны, родовая система позволяет нам воссоздаться, возродиться, в полном смысле слова, создать новый биоскафандр с новым ДНК, с новым программным обеспечением. Но в сути, по большому счету, это будет тот наилучший конструкт для решения тех задач, которые не были решены. И судьбы так простраиваются, бытийный ряд, мы притягиваем в свою жизнь эти обстоятельства, этих людей, кто-то из них действительно там наши кармические спарринг-партнеры, кто-то из них наши зеркала, идентичные, противоположные, в общем, такая отдельная история, мы о ней с вами поговорим на третий день нашей встречи. Вот. И мы приходим к тому, что в физическом мире на каждый плюс есть минус, на каждый минус есть плюс. Это значит, что воссоздав себя в родовой системе, я у той же родовой системы получаю второй пазлик для того, чтобы, примирив это внутри себя, я обрела целостность. И поэтому я вам сказала, что родовая система всегда и без исключения ресурс.
Более того, чем сложнее у вас карма рода, чем сложнее у вас задачки, тем больше у вас ресурса и больше возможностей переходить на более высокий уровень игры. Таким образом, объясняется то, что в той же эзотерике или в духовности говорили, что у всех у нас система нет непосильного креста, да, что у нас у всех есть ресурсы для решения всех задач. Это вам скажет любой продвинутый психолог, психотерапевт, что каждая система самодостаточная, каждая система имеет достаточное количество ресурсов для того, чтобы прожить свою судьбу, и не просто прожить, а что-то соединить и перейти на более высокочастотный уровень благосостояния. И так выглядел мой путь. Благодаря этому разнородному знанию я в попытке все это объединить понимала, что я работаю с каждым человеком немножко по-разному. С этим я работаю как психолог, с этим как коуч, с этим как психотерапевт, с этим как реинкарнолог, с этим как сексолог. И мне надо было как-то себя назвать, и как-то нужно было назвать то объединенное, разнородное, синкретическое знание, которое так или иначе показывает эту целостность. И еще мне необходимо было понимать, есть ли на этой планете какие-то системы, которые могут объединять все эти понятия, потому что христианство там достаточно хорошо, кстати, нам раскрывает устройство родовой системы. Там четко написано, что до 7-го колена вознагражу, до 7-го колена накажу. Родители ели кислый виноград, у детей оскомина. То есть четко карма рода в христианстве раскрыта. В каких-то индуистских традициях хорошо раскрыта карма. И они вообще по поводу родовых историй практически никак не соприкасаются. Древнегреческие какие-то все направления, наоборот, отдавали всем пальмы такие первенства и руль непосредственно самой личности, у которой было два пути. Или, как древние греки, склониться перед своей судьбой, сказать, что она от высших, прожить ее, и таким образом, пройдя по разным ландшафтам сложных событий своей жизни, в поддержке с Богом можно ее прожить. Или как древние варяги, которые говорили судьбе, надо бросить вызов, что все наши события, которые нам не нравятся, должны быть прожиты, должны быть побеждены, должны быть... И вот я сидела и наблюдала вот эту разность подходов в разных направлениях, и было ощущение, что этого огромного большого слона в понимании, как устроен этот мир, в чем смыслы нашей жизни, все исследовали немножко по-разному. И так как я по первому образованию медик, то я хорошо знаю, что если вы пойдете к ортопеду, у вас какая-то проблема, он будет искать, где там у вас смещение, где там у вас зажим. Если вы пойдете к терапевту, он будет искать в гормонах, в результатах анализов какие-то первопричины. Пойдете к биоэнергету, он будет искать, где у вас там энергетические пути забиты, где блоки какие-то. Пойдете к травматерапевту, уже сейчас не медицина, а перехожу на психологию, он будет искать вашу детскую травму. Пойдете к расстановщику, будет искать родовую историю, пойдете к реинкарнологу, будете ходить с ним годами по вашим прошлым воплощениям. И вот так, получив огромную базу, теоретическую, практическую, потому что параллельно я очень много работала со своими клиентами, личную, как духовный аспирант, потому что я занималась ранджа-йогой и получала различные посвящения, много путешествовала, я пришла в определенный кризис, потому что мне казалось, что у этого дна, да, первопричин, корений наших проблем просто нету. И что можно бесконечно тащить сначала что-то свое, потом родовое, а потом у меня было ощущение, что особенно такие талантливые, кто не останавливался, уже чистили какие-то файлы вообще общечеловеческие, планетарные. И идея про то, что изменив свое прошлое, мы можем изменить свое настоящее, у меня отпала. Облегчить – да. Вот облегчить – да. Нельзя говорить, что это не работает, это все работает, это облегчает, но оно не меняет судьбу. И это была для меня большая такая
большое разочарование, не только глядя на каких-то моих клиентов, на своих коллег, умниц, умников, кто не филонил, кто действительно все время за собой следил и работал. И я не видела там огромного счастья. Такое впечатление, что жизнь превращалась вот в этих вот копателей, строителей, да, и опять-таки вот, да, где-то там в следующей жизни, возможно, будет лучше, меня абсолютно не устраивало. Вот. И, наверное, в этом кризисе, плюс я получила определенный свой опыт в шаманизме, я пребывала где-то год, я его не особенно демонстрировала навне, но я была, можно сказать, даже в отчаянии. Причем не в отчаянии как специалист, как человек, у которого был вопрос к жизни, к Богу, к пространству, а зачем мы здесь в таком случае? И вот после того, когда я начала задавать себе вопросы, зачем мы здесь, судя по всему, это был такой переломный момент, когда я начала задавать правильные вопросы. А правильные вопросы были в том, чтобы начать спросить, в чем причина вообще существования. И когда я уже исследовала Каббалу, Дхарму, у древних греков, у ведической традиции, у славянской, все сходились к тому, что наша задача в этой жизни быть счастливыми, а быть счастливыми мы можем только в том случае, если мы выполняем свое предназначение. А свое предназначение – это реализация своего «я». Вот. И после этой ясности я получила определенный вектор, и я активно начала работать над воссозданием связи со своим высшим «я». Вот так появилась атмология. Атма – это душа, это первичный свет, это и наша атма, как душа, которая воплощенная. Это и наш атман, как высшее я. Это наш пара-атман, как источник нашего атмана. Это наш брахман, да, как мы смотрим, как Бог. Такие матрешки, матрешки, матрешки. Но что их все соединяет? Атма, некая общая волна такая. И атма – это самость, в психологии называется суть, а логос это древнегреческое слово, которое обозначает знание, которое означает сознание, абсолют, ну и я. Поэтому можно сказать, что душа, дух и я, или знание сути своего я, или смысл твоего дыхания, потому что атма – это еще и дыхание, как вибрация. И постепенно, укрепляясь в этой связи, создав школу атмологии, открыв ассоциацию, начал обучать своих коллег, у нас появилось достаточное количество такой практической теории, практики, потому что соединять разнородные знания можно было, но тогда это будет такой большой философский трактат, я так это поняла. Так как мы имеем доступы непосредственно к полю души человека, то мы получали живое знание. И несмотря на то, что мы все очень с вами разные, в любом случае приблизительно одинаково, вот знаете, как все устроено, есть определенная структура. Вот. И поэтому сейчас уже, да, атмология владеет такими своими большим достаточно теоретическим слоем и техниками, инструментами, которые позволяют человеку, самое важное, что сделать, это восстановить связь со своим «я». Вот, потому что мы с вами не тело, мы с вами не чувства, эмоции, мы с вами не ум, вот, мы даже с вами не воля в чистом виде, мы нечто другое. И при этом мы все это вместе взятое. И тогда вопрос, кто хозяин этого всего? Будут ли ваши чувства вести себя так, как они хотят? Будут ли ваши мысли блуждать, как они хотят? И дабы не завалиться абсолютно в духовность, да, такое отслоение, отсоединение от материального, наша задача, находясь в живой жизни, находясь в материальной жизни, в тех ответственностях, которые мы с вами берем, научиться быть счастливыми и реализовывать свое предназначение. Свое предназначение мы можем реализовать, если мы в хорошем контакте со своим «я». И мы выпустили уже достаточное количество специалистов, и мы стали получать все больше и больше информации из поля, что атмология – это такая альтернатива, это профессия будущего, где мы не будем душу лечить. Что делает психотерапия? Она лечит
душу. Душу не надо лечить, жизнь не надо лечить, ее надо жить. Даже высшее я не надо лечить. Но надо условно иметь работать с энергоинформационными вот этими вот нашими программами, которые создают и нашу структуру, и нашу личность. Потому что мы знаем с вами, что все есть единый дух. Но если вы зайдете в дерево, ваш, да, как дух, вы будете деревом, в кошку будете кошкой, в ищенка будете ищенком, в Сидорова будете Сидоровым. Потому что, заходя через эти множественные информационные слои структур личности и тех полей, в которых эта личность включена, вы получаете свою призму мировосприятия, себя, ощущения, проявления. Вы можете прожить всю жизнь, будучи в плену этих программ. Мы называем таких людей биороботами, потому что они просто энергетический источник, который обслуживает свои программные обеспечения. А можете выйти на уровень АДЭШ, осознания, соединения вертикали со своей душой, духом, со своим истинным «я», законнектиться со своей сутью, со своей самотностью и начать реализовывать себя. И, условно, и будет вам счастье, да. Вот. И я сейчас должна была в апреле запустить новую программу. Мы где-то раз в год, раз в 2 года делаем такой апгрейд. Но в связи с ситуациями военных действий, которые сейчас в Украине, я приняла решение, что я этот проект отодвину. Но за последнее время мы получили такое количество вопросов, что я могу сделать, как я могу помочь, куда направить свои силы, как можно у вас поучиться, что мы все-таки решили, что есть достаточное количество людей, у которых есть возможность, у которых есть время, и все-таки эта программа запустится, она будет, я буду вот так вот работать субботу-воскресенье, там первый модуль у нас начинается 16-19, а до этого я захотела сделать вот этот атмостеп. Первое, для того, чтобы вы получили некие теоретические основы, которые, возможно, вам помогут сформировать ту линзу восприятия, которая позволит вам видеть не плоско и линейно, а многоуровнево и многовекторно. Поэтому, когда у меня спрашивают: Эва, какова причина войны, да, что сейчас происходит, то я могу вот вам про все 7 уровней рассказывать того, что происходит, начиная от геополитического, заканчивая высокодуховным переходом человечества вообще в другую мерность, в другую реальность и в другие коридоры и сюжеты своей жизни. Поэтому если мы не имеем этих призм, многоуровневых и многовекторных, нам немножко тяжело, потому что мы думаем, что вот это хорошо, а это плохо, это правильно, а это неправильно, это белое, а это черное. А на самом деле все и хорошо, и плохо, и белое, и черное, и между ними все-все-все спектры. И когда вы можете видеть эту многоуровневость, тогда вы можете это быстрее внутри себя соединять, тогда вы можете даже в очень непростых ситуациях все равно оставаться и на человеческом уровне реагировать, как это необходимо, и на душевном уровне делать все, что нужно, и на духовном. И я видела, что с огромной скоростью будет открываться мир духа, потому что мы с вами познали достаточно хорошо психику и душу. А вот что такое дух, высшее я, для многих из нас остается чем-то непонятным. И когда я разговариваю с людьми, у них на уровне сказочки какой-то, да, что высшее я, это на самом деле высшее я, чтобы вы понимали, это групповое сознание, ваше, оно групповое. Без укрепления этой связи будет сложно вот в этих новых скоростях и в той новой реальности, которая грядет, и она уже по большому счету пришла, просто наши линзы восприятия еще настроены на старые кинотеатры, и мы по большому счету с ним видим еще только такой пыль, грезы старой матричной структуры. Поэтому атмология – это специальность будущего, и она работает не с плохим прошлым, она работает с хорошим будущим, она работает не для чего, а почему, да, потому что как только вы осознаете почему,
да, с вами, для чего, вернее, это происходит с вами, не почему, да, почему. Это потому, что моя бабушка сделала 20 абортов, и это потому, что папа маму бросил, и это потому, что мой дед там что-то натворил, или я там в прошлой жизни что-то сделала. А для чего? Для чего твоя душа это сконструировала? Для чего твоя душа дала тебе возможность с этим переплестись? Это как только вы, да, в результате работы, разобрав эти программы, еще и осознаете, для чего, и начинаете со своей душой, как личность, как человек, сотрудничать, то сразу вся тренинговая площадка под названием «Проблема» разбирается, потому что теперь вы сотрудничаете со своей душой. И ей теперь не нужно через вашу проблему, через ваш симптом, через вашего ребенка, через партнера, там, который с вами как-то нехорошо поступает, с вами разговаривать. Потому что у вас теперь напрямую связь. Вы теперь знаете, какое качество вам как личности нужно внутри себя формировать. Это смелость, да, это гибкость, это твердость, это наоборот мягкость, это достоинство, это честность, это наоборот, да, быть более каким-то лояльным, толерантным. И вот так вот личность, да, когда она понимает, что это все служит этому, да, что благодаря этой проблеме во мне сейчас культивируется это качество, если вы начинаете работать с ним осознанно, формировать его, тогда у нас восстанавливается вот этот адеш, вот эта вот вертикаль душа, духа, души, духа и нас. Вот. И поэтому я сейчас захотела провести этот атмостеп. Да, у нас будет несколько встреч в прямых эфирах. Последнюю мы проведем в нашем телеграм-канале в закрытом формате, чтобы была возможность вопросов и ответов. Я и сейчас поищу ваши вопросы, можете их писать. Я с удовольствием на них отвечу. Но сейчас мне сложно, потому что у нас чат в YouTube, в телеграм-канале. Я вижу, вы там очень много пишете мне дополнительных комментариев. Некоторые вопросы, я надеюсь, я найду. Вот. А последняя наша встреча как раз будет для того, чтобы то, что будет непонятным по самой атмологии, по самой программе, я вам тогда додам. И поэтому у меня, да, благодаря этому проекту две цели. Первая – дать основную теорию обычным людям, чтобы они были более осведомлены и более грамотны в том, как устроена эта реальность и в какие моменты мы с вами сейчас живем, проживаем, для того, чтобы в нашем пространстве мы дали бесплатно доступ к нашим основным практикам, которые раньше были такими основополагающими, они и есть такими, я имею в виду, что раньше мы их продавали, сейчас в это время мы считаем, что мы не имеем права хранить столь ценные квантовые техники, поэтому мы их дали в прямом доступе. Но дали в прямом доступе, это, как, знаете, дать вам условно квантовый компьютер, который работает, с одной стороны, очень просто, там даже не надо нажимать, там ты ему говоришь, да, вот там Сири, да, сколько лет королеве Елизавете, и он там вам выдает информацию. Поэтому где-то так работают эти инструменты. Но знать, как эти правильно вопросы задавать, как сопроводить этот процесс аутопоэтический по восстановлению, и как заходить с правильными запросами, это уже, скажем так, да, просто дать доступ к технике, они могут не срабатывать. Поэтому у меня есть большое желание раз в неделю с вами встречаться для того, чтобы в прямых эфирах, на какой-то закрытой площадке, делать кайтен-сессии. Кайтен – это базовая техника нашего нашей обучающей программы, базовая техника атмолога, любого атмолийца. Атмолиец – это тот, кто живет из этой атмы, из понимания своей многоуровневости, из понимания и ощущения уже вот этой, да, кто регулярно общается со своей душой, со своим высшим «я», для того, чтобы мы с вами, например, да, вот сейчас дать вам просто технику, как поработать с гневом, болью, ненавистью, которые сегодня
сегодня испытывает огромное количество украинцев, и это первичное чувство, они абсолютно по делу, но они разрывают и предоставляют боли еще больше. Поэтому просто какие-то выходы с советами, они не будут работать. Мне гораздо легче собрать всех и сказать: все, сегодня работаем с гневом, да, потом сегодня работаем там с надеждой, с доверием, с чувствованием и пониманием истины, которой нам сейчас так не хватает, потому что мы живем в искусственно сконструированной реальности. Мы с вами сегодня вообще не знаем, где правда, где неправда, на что ориентироваться, кому верить. И мы пытаемся это сделать на уровне ума или на уровне там сердца своего. У нас просто-напросто есть в родовой системе, в нашей карме огромное количество программ, чувствование, понимание истины. Это когда вот ты на правду реагируешь, а на неправду не реагируешь. Тебя там аж подташнивает, хотя красивенько так все написано. И многое-многое другое. Поэтому работы у нас очень много, ее предстоит очень много, потому что мы с вами сейчас прямо в моменте перехода, в моменте формирования нового планетарного сознания. И мне нужно, чтобы люди, которые будут приходить, не просто будут этот кайтен. Мы его делаем на напольных якорях, мы просто берем таких 4 листочка, уровень нашего «я», уровень опыта текущей жизни, уровень родового опыта, реинкарнационного опыта, и в рамках заявленной какой-то темы мы работаем со всеми этими уровнями для того, чтобы каждый обнаружил свой ключевой заряд, проработав с которым в этом месте, да, запускается глубокий трансформационный процесс, потому что мы работаем с ключевым фракталом. Фрактал – это точка, одномоментно находящаяся в разных точках пространства. Но если вы знаете, с какой конкретно вам поработать, то, работая здесь, работа запускается и тут, и тут, и тут, и тут. Поэтому мне нужно, чтобы мы относительно на одном языке говорили. А этот атмостеп, это наша с вами встреча, будет полностью идентифицировать, только просто надо было 6 встреч, но сейчас у нас нет времени, поэтому я буду в каждой сейчас про КТМ, вот вам немножко рассказала, а потом расскажу про родовую историю, про опыт души, там, про личный опыт. Итак, мы с вами повторим все темы, которые на обучающей программе будут, а это двухмодульные встречи наши по 2 дня, с 10 утра до 6 вечера, где мы с вами раз в месяц, раз в 2 месяца, программа рассчитана на полгода, будем встречаться для того, чтобы поработать, и потом вы отправляетесь на практики, на проработку, и через месяц мы снова встречаемся. Это уже для тех, у кого, повторюсь, есть возможность и есть желание пойти на обучающий курс. Для этого мы тоже создали специальные условия, где мы дадим впервые в этой программе не только атмологию, но и атмохилинг, который отдельный инструмент, который вы его многие знаете по атмосатсангам. Атмосатсанги – это и есть циклы атмохилинга. Сам цикл атмохилинга состоит из 6 таких тематических встреч, где есть определенная работа по заявленной теме, и, соответственно, сразу такой человек получает 2 специальности в одной, но так как они очень хорошо друг с другом соединены, и то, и другое квантовые техники, и то, и другое спектрально-полевая работа частотами света, поэтому мы впервые решили этих 2 программы объединить, дать ее по условиям максимально возможным для энергообмена, да, потому что для того, чтобы что-то загрузить себе на сервер, нужно энергетическую определенную составляющую заплатить. А еще раз повторюсь, для тех, кто не имеет такой возможности или не имеет такого желания, то будет хорошо, если вы просто сможете побыть в этом информационном поле, и если вы еще придете на практики, которые, еще раз повторюсь, мы на закрытом пространстве в прямых эфирах раз в неделю будем проводить, это очень-очень поможет вам в прохождении столь нелегкого пути, потому что многие думают, что вот самое страшное, и это правда самое страшное сегодня, это та реальность, которую мы с вами видим, это война, это то, что гибнут люди, это то, что вокруг столько лжи, столько беззакония, столько ужаса, столько ненависти.
но нам предстоит огромная колоссальная работа, потому чтобы все человечество сейчас поменяло систему ценностей. В каждой семье, в каждой душе, в каждом сердце наступил этот мир, о котором в мирное время мы и наши коллеги сколько раз говорили, и сколько раз мы приглашали на программы, инсталляции, чувствования и доверять истине, на то, чтобы примирить внутри себя свое мужское и женское, на то, чтобы примирить внутри себя всех своих предков, потому что мы не в ладу сами собой, мы не в ладу с нашими родными, близкими, детьми, родителями, братьями, сестрами, друзьями. И отсюда уже все вот эти вот такие большие истории в виде того, что те народы, которые, да, всю жизнь были и считали себя братскими, сегодня вот в этой истории. И чтобы это не повторялось, чтобы мы с вами смогли простроить ту реальность, то будущее, которое нашим детям, да, мы не передадим то, что передали нам наши предки, потому что мы как-то более разумно сейчас с этим обратимся. Вот это и есть такая большая работа. Поэтому я считаю, что инструменты атмологии нужны абсолютно каждому человеку, потому что вы не набегаетесь к психологам, к реинкарнологам, к расстановщикам. У вас не хватит на это ни времени, ни сил. И еще раз повторюсь, я в той истории была, когда крутят все гайки, каждый кто какой может, и нет никакой гарантии, что это является ключевой заряд, и что это действительно привнесет изменения в вашу жизнь. Облегчение, да. Да, если хороший будет специалист, хорошие техники, да, и изменений нет. Вот, поэтому добро пожаловать, открываем двери, да, этой первой нашей встречи. Завтра у нас точно так же будет встреча в прямом эфире на YouTube и на Facebook в 18:00 по Киеву. После этого у нас Атма Сатсанг. Мы специально так придумали, чтобы вы могли немножко отдохнуть и зайти на Атма Сатсанг, потому что информация, которую я даю, она передается не на информационном уровне, не от ума к уму, а на вибрационном. И поэтому некоторые из вас могут засыпать, когда меня слушают, зевать, выпадать, да, быть более включенными, менее включенными. Но, уверяю вас, все, что необходимо, усваивается, и вы сами того не осознавая поймете потом через время, что все у вас отложилось. И Атмостеп был создан для того, чтобы вас провести по этой обучающей программе по подготовке атмолога. И даже если вы не пойдете на обучающую программу, вы станете сам себе атмолог, потому что теперь мы дали вам Кайтен, дали iVision, и будем раз в неделю встречаться для того, чтобы делать большие массовые работы а если нас больше, чем 10 или больше, чем 100, у нас сейчас по 1500 и больше человек собирается на атмосатсангах, то это огромный удельный вес для того, чтобы мы запустили глобальные большие процессы не только в наших родовых системах, но и в наших странах и на планете целиком. Наверняка вы все слышали, что для изменений необходимо определенный процент, определенное количество из 100% те, кто могут запустить определенные процессы. Так вот, сегодня, да, если мы с вами соберемся и поработаем с нашей болью, или мы поработаем с нашей ненавистью, с нашей агрессией, или с нашим хорошим будущим, вот я буду это чередовать, то, уверяю вас, это Атмофронт внесет такую колоссальную объемную ценность в это большое планетарное движение, потому что это война старого мира и нового мира. Новый мир, старый мир, понятно, да, тот Советский Союз, который по-прежнему хочет управлять, по-прежнему хочет держать, рассказывать какому народу как жить, да, методом силы и какой-то правоты чего-то пытаться удержать. Тот мир европейский, который мы с вами видели, он тоже не работает, потому что он был сконструирован на основании прошлого опыта, и мы видим, какой он сегодня неприкладной. Они везде опаздывают с решениями, они везде опаздывают с принятием решений, они трусливы, они бюрократичны, несмотря на то, что это да, и ООН, и такие организации, которые должны служить чему угодно, но не бюрократии. Поэтому этот мир тоже, он пошел из ума,
прописывать какие-то законы. И теперь пришло время, и время показало, что это все неприкладное. Почему? Потому что в этом нету духа. Сегодня не время души, сегодня время духа. Через украинцев просыпается дух, он уже проснулся, мы уже это хорошо видим, мы уже хорошо видим, как страна в 28 раз меньше того большего агрессора, который хочет рассказать, как кому жить, не просто сопротивляется, а дает хороший отпор. Ибо если вы с духом едины, то у вас нету никаких других задач, кроме как продолжать это соединение и продолжать эту интеграцию, потому что ничего, кроме сознания, нет. Если мы с пробужденным духом, если мы в связи со своим высшим я, мы сможем с вами и реализовывать нашу реальность, мы сможем с вами и на материю воздействовать, и на тело, потому что все есть дух. А пока мы в плену у нашей физики, у наших психоэмоциональных программ, у наших родовых программ. Вот. И поэтому атмология – такой путь к наилучшему будущему. Вот. И я вас сюда и приглашаю. Так, у нас будет самая лучшая страна, Настя, это правда. Это было предречено. Я говорю на протяжении нескольких лет, что век, золотой век Великой Матери, век процветания, успеха, да, того, чего нам там обещали все писания, начнется с Украины. Я об этом говорю на протяжении многих последних лет особенно. Вот. Я знала, что это будет из Украины движение, но это невозможно без пробуждения духа. И я уже рассказывала о том, что я свидетельствовала, когда мать мира, да, буквально стояла в Киеве, там, где София Киевская, и топала ногой, и кричала: «Где дух Киева? Где дух Киева?» И там что-то выползло такое какой-то, знаете, дымочек. И говорят: «Не верят в меня, матушка, не верят». И тогда она сказала: «Ну что ж, будем будить». Вот. И это пробужденное будет таким величайшим свидетельством того, что мы на самом деле с вами сейчас рожаем через Украину, да, рождается вообще новый фрактал, новый портал, это то ушко иголки, через которое потом пройдет все человечество, все славянские души. Славянские души не национальность. Славянская душа – это душа, которая светится, и у которой есть связь с духом. Это знание у нас с вами украли и сказали, и мы поверили в то, что славянин – это национальность, это ДНК. Неправда. Славянин – это тот, у кого есть связь с славой, с духом, со светом. Вот это были славянские души. Вот. И так как их очень много было воплощено непосредственно в нашей древнеславянской родовой системе, потому что мы как бы не прямые, да, последователи этого космического рода, то просто убрали понятие славянской души и оставили просто славянин и уравновесили его вместе со всеми остальными. И поэтому нету ни одной национальности, которая была бы лучше, хуже, ибо тело и физика никогда не будут верховенствовать над духом. И поэтому славянская душа может быть и в казахском теле, и в негроидной расе, и у индейца, и у индуса, и у кого угодно. И в славянском теле, как мы знаем, что такое славянское тело, может жить серое недо, да, как наши славяне говорили, есть нежить, есть нелюдь, есть людин, а есть человек, и есть ас. Так вот, сейчас идет пробуждение человека и наших асов, да, нашей связи с нашим первоисточником, с нашим, даже если мы устанавливаем связь с духом, то мы восстанавливаем связь сразу с космической семьей, с параатманом, а это асы, а это те прародители, законодатели, по большому счету, вообще жизни на нашей планете. И еще раз хочу сказать, не путайте это. Мне в каждом видео есть возможность это объяснять. Поэтому я записываю видео на свою аудиторию. Часто использую слово славянин, славянская душа, объединение славянских народов. И кто-то сразу обязательно уличает в том, что ну вот, опять. Нет, ребят, это семьи света. Это разноцветная большая семья из
разных национальностей, из разных культур, но у которых некие единые критерии понимания ценностей в жизни и так далее. Так, 5 минут сейчас заносят, да, в нашу непростую тему. Ну что, я хочу сейчас пообщаться с вами, если у вас вопросы по атмологии, по теориям, может быть, вопросы по самой программе или не по программе, например, как атмология смотрит на это, как то. Я прям с удовольствием с вами сейчас пообщаюсь. Пока посмотрю, я могу листать, к счастью, чат. Хочу учиться у вас, расскажите механизм. Свет, ну, я сказала, да, возможно, вы вопрос задавали раньше. Оставляете заявочку у 16-го, 16-го, 17-го, да, боже, у меня с цифрами. Да, в общем, сейчас вам менеджеры дадут, да, эту ссылочку, и мы суббота-воскресенье, первый модуль. Оплачивать можно помодульно, оплачивать можно всю программу. Если вы оплачиваете, есть возможность оплатить всю программу, вы сразу же в первой группе пойдете на активацию атмохилинга, вам не надо будет ждать полгода, у вас сразу будет инструмент. После первого же модуля вы можете работать. То есть вот вы субботу-воскресенье получили сейчас в апреле, и вы сразу же на следующий же день уже можете, не просто можете, а должны начинать работать. Вот. И будут раз в месяц, раз в неделю организованы группы практики и раз в месяц практика с кураторами. Так. Спасибо, много пишете и комплиментов, и спасибо, хочу с вами пообщаться. Так. Когда вы засыпаете, это сопротивление мозга к высоким вибрациям, он отказывается их воспринимать. Не обязательно, Ир. Я так понимаю, что где-то кто-то тут, наверное, засыпал. Это как бы обязательная такая часть, да, что кто-то выключается, что кто-то... Да, с одной стороны, может быть сложности с восприятием вибраций, потому что у меня нет программы, даже обучение будет, какую-то там презентацию вам буду предлагать, но и у вас будет запись такой же программы предыдущей, поэтому вы по большому счету получаете 4 дня на один модуль, 2 записи предыдущей программы и 2 записи уже той программы, которая будет в прямом эфире, то многим действительно сложно воспринимать высокие частоты, поэтому на атмосоциангах люди выпадают, засыпают, на айвижингах. Это не хорошо и не плохо, нормально. Там, кстати, когда идет полное утончение системы, то тоже тогда, но это уже не засыпание, там люди эти состояния по-разному читают. Это может быть много других первопричин, и, соответственно, мы в атмологии вообще отказываемся от любых интерпретаций или от того, что это так. Потому что, уверяю вас, вот сейчас мы возьмем 100 человек, которые слушают Эву и засыпают. И я им сделаю 100 кайтенов диагностических, я в контексте данной темы. И мы увидим 100 разных историй. Вот, там будет какая-то синхрония, там будет какая-то закономерность, но какая у кого и про что это будет у каждого своя. Этим и прекрасен наш инструмент, что мы каждый раз заходим в систему, она уникальная, неповторимая, и поэтому нам не нужно ничего знать и помнить про то, что было раньше в нашем опыте, потому что он может вам сейчас только навредить. Мы должны идти за атмой, за душой, которая сама запускает все эти процессы, мы их сопровождаем, читаем, позволяем их происходить. Мы должны быть очень нейтральны. Мы потом должны научиться вообще не только на работе, как атмолог, так себя вести, но и в жизни, потому что атмология – это призма мировосприятия, мироощущения. Вот. Поэтому самое важное, чтобы мы понимали и да, и нет, и все, что между ними, а как у вас, не знаю. Хорошо. Так. Расскажите, пожалуйста, какие способности помогают стать атмохиллером? Хотелось бы помогать в этой глобальной задаче, но не уверена, смогу ли я научиться и стать мастером в этом. Смотрите, что делает атмохиллинг. Если атмология все-таки содержит теоретические основы, атмология – это техники и инструменты, нас многие продолжают путать с такой альтернативным направлением психотерапевтов, да, психотерапевты, реинкарнологи, расстановщики,
биоэнергия-то там условно, да, и все это вместе взятое, атмолог, то атмохилер это человек, у которого активирована связь с высшим я. Как только у вас будет активирована связь с высшим я, вот, может быть, вы видели, как дают посвящение там в рейки, или в дикши, или там в крио-йогу, или в космоэнергетику. Сегодня наверняка многие слышали. Вот процесс где-то такой же. Вы проходите 6 сеансов подготовительных, и они не где вы клиент, а именно по подготовке от махилера. А потом вы проходите активацию, и на следующий день становитесь на работу, и, о чудо, да. Поэтому ничего не надо иметь, вот, потому что это, наоборот, после каждой работы эта связь будет увеличиваться, улучшаться. Одни видят картинки очень много, одни видят, как работает мир 5D клиента, одни практически ничего не видят, но ощущают. Тут зевали, тут мороз был, тут еще чего-то. Вот, с кем-то один опыт, с кем-то другой. И вот таким образом начинается такой путь атмохилера. В атмологии мы интегрировали работу частотами света именно из атмохилинга, и благодаря этому полевой и спектральной работе мы вышли вообще на другой уровень работы с системой. Потому что психотерапия, как и классические расстановки, работает с нижним астралом. Прожилось там что-то, выпустилось, закрылось, поднялись до верхнего астрала, в лучшем случае до любви, и счастливы. А там же есть еще слои, там есть ментальное тело, огромный большой мир, точно так же семеричный. Там есть реинкарнационный, да, каузальный большущий уровень, там поле, там тело души. И вот как душу не надо чинить, а тело души надо. Она тоже многомерное, большое. Там тело духа, дух не надо лечить, а высшее я – это и архетипические образы, и многое-многое другое, система ценностей, и наше раннее детство до 5 лет. Вот кто там для нас, папа с мамой были богами, и этот мир был такой, не такой, мы вот эти системы, по которым мы с вами функционируем, то добраться снизу вверх нереально. А вот заходя сверху вниз, заходя через атму и запуская свет, да, только это не сверху, это внутри, да, запуская этот свет, и тогда эти оболочки очищаются изнутри, и все эти искажения выравниваются, и система обретает эту целостность, то по большому счету так работает только медитация. Если у вас есть хороший гуру с хорошим каналом, сегодня уже каждому надо свой канал выстраивать, сегодня ни в какие эгрегориальные структуры идти нельзя, то и опять же там не учитывается физика, там вся цель уйти из сансары, выскочить, отсоединиться. Наша же задача соединить внутри себя духовное и материальное и отыграть эту жизнь по полной. Мой опыт показывает, и, кстати, сейчас эта война, она очень проявила у всех, многие были вообще возмущены моей активной включенностью в эти события и расценили это как несовершенство и не достаточный уровень, высокий уровень духовности, потому что их так научили, что нейтральность, нейтралитет, невключенность, вот это ты духовный. Но я же еще живой, просто некоторые не могут подняться выше ангельского уровня. Вот ангельский уровень – это да, это вот я и свет, и вы можете меня убить, но оружие я в руки не возьму, потому как я тут только одуванчик. Это спектры аргов, да, вот наш мир желудка, это спектры ангелов, но у нас есть спектры архангелов, а архангелы все со щитом и с мечом. И не потому, что они любят войну, а потому что это спектры, а потому что они воины в априори. И воин – это не только тот, кто воюет бесконечно. Воин – это тот, кто разрушает старое, кто трансформируется, кто заходит в новое, да, кто познает это новое, кто… А теперь давайте за архангелами, да, не будем сейчас по всей ветке идти иерархически, а зайдем просто в богов. Так они ж громовержцы, громодержители, они уже в чистом виде дух. Вот, поэтому те все, кто застрял в ангелах, феях, хоть которых я очень обожаю и люблю, ибо это без этой связи с этим миром вы не сможете выйти в более другой уровень. Поэтому мой дух, как и любой другой дух, дитя
огня и матери Сва, это пчела. И мы в улей, когда нас никто не трогает, мы себе жужжим, делаем свою работу, мед тащим, да, там, чё это, на цветочках сидим. Но если нас зашли к нам, да, то мы очень быстро переструктурируемся и становимся воинством. Вот, поэтому я не из рода мух, да, я из пчел. Вот, и вас туда приглашаю. Так. Следующий вопрос. Так, не знаю, наверное, что про политику. Так, наши, я смотрю, что наши помогают вам со ссылочками, где вы больше можете про это прочитати. Так, Ева, ви колись казали, що ми були одержимі чисткою карми і так далі. Чи можливо перейти в нову реальність, не попрацював грехи роду, свои грехи? Дякую. Смотрите, я очень долго считала, что нет, что только готовые, только пригодные зайдут в Царство Небесное, ну, условно. Царство Небесное для меня — это вот этот новый мир, это новая реальность. Я в ней была много раз, в атмосостояниях. Для меня он такой же реальный, как и то, что мы пока видим. Но я сегодня вижу слова, которые говорил Иисус, что последние станут первыми. И что прямо перед смертью, вот за секунду до последнего твоего выдоха, у тебя еще есть шанс на раскаяние. Под словом раскаяние, и я понимаю скорее осознание. Просто знаете, как людям надо было усведомление, ну, такое прояснение, просветление. И как только оно случается, все раз и очистилось. Поэтому мы сейчас живем во времена пробуждения духа. Именно поэтому я говорю, что надо гневаться, гневайтесь, это первичное чувство. Вот я сейчас там буду у Хмеловской Марины, я должна была рассказывать там про ментальную липосакцию и так далее, подготовку нас к новой реальности. А сегодня я поменяла тему мастер-класса и буду рассказывать о том, чем полезны гнев, страх и даже ненависть. Вот. И как работает это, если это из боли. Вот, а боль — это и есть концентрированная любовь, которая не может течь. И как это все раскрывается. И когда это же ненависть, боль, страх без боли. Вот, да, это как раз про теху, когда он не по факту, а придуманный. Ну вот кто там хочет, чтобы мы загнулись, да? Им же не больно, им просто хочется, чтобы мы загнулись. Вот это вот программа саморазрушения. А если это из боли, то его надо сейчас прожить. Потому что это вообще, я говорю, для меня такая сейчас высветилась картина тотальной безграмотности относительно, что такое воин, да, относительно вот этих архангельских спектров, которые в себе глушат, и относительно понимания, как правильно проживать все ситуации. Сейчас у нас непростая ситуация, но ее надо прожить. Как не остаться мертвым или перестать быть человеком в этом, или заморозиться. Поэтому, например, когда после всех вот этих историй в Буче и в других городах, когда мы то, что и так слышали от наших знакомых, родных, близких, когда это стало реальностью, на которую можно было посмотреть, да, и масштаб, когда было понятно, что нет, это не что-то единичное, то я, например, выложила пост, где, свой женский, где я просто написала, что кроме боли, кроме крика внутри меня ничего нет. Как мы могли это допустить, что мы теперь будем с этим делать, что мы будем делать с нашим будущим, будет ли в будущем хоть какая-то возможность для того, чтобы это повторялось. Или вот, и фотографии, там просто вы наверняка их в Инстаграм тоже видели, и Фейсбук, где просто кричащая, да, в небо женщина в украинском венке, и там связанные руки, нарисованы обычный рисунок. И вот я увидела, как кто-то написал мне, зачем я это делаю. Зачем я такие страшные картинки выкладываю, и зачем я в наше будущее это все переношу. Я увидела, какое количество лайков под этим комментарием. Это значит, что такое количество людей в это верят и безграмотно не понимают, что у нас нет будущего, если мы не проживем наше настоящее. А прожить его надо правильно, из этих первичных чувств достать энергию, остаться людьми.
остаться в достоинстве, не стать теми собаками, кто сейчас захотят с чистой совестью перегрызть и наработают себе новую карму. И вот это искусство жить, ребят, оно, ну, прям про искусство. И я думаю, что все то, что у нас было на теории, то, чему нас учили, и еще раз повторюсь, оно очень неприкладное. И когда я пыталась это раньше рассказывать через стихи, через слова, через объяснения, в мирное время, да, то, ну да, да, я понимаю, я понимаю. А когда это твоя реальность, и когда прямо здесь, то эта корректировка нам очень-очень нужна. И я думаю, что только сейчас этмология в своих знаниях тоже будет включаться, раскрываться и сопровождать людей, что она уже делает. И огромное количество этмологов сегодня работает и помогают другим. И мы делаем наши диагностические работы в закрытом канале для наших стран, для нашей планеты, для человечества. И мы видим, что все это ведет к тому, чтобы быть живыми. А живыми мы можем быть, если мы способны проживать первичное чувство. А первичное чувство – это чувство, которое по делу. Страх первичный проживается с открытыми глазами. Горе первичное проживается с открытыми глазами. Кто хочет закрыть, кто хочет отвернуться, заглатывает наживку исключить, заморозить. И вот там, да, с будущим тогда большие проблемы. Вот, поэтому пробуждение духа отчасти процесс болезненный. Вот, но він того вартий, да, він того вартий, потому что как ребенок впервые должен сделать вдох, когда рождается, и он плачет. Почему? Потому что больно, потому что расхлопываются альвеолы, расхлопываются легкие, и он впервые воздух в свое тело получает, яркий свет, яркий звук, температуру. А там у мамы он был внутри утробки в таком all-inclusive, постоянство внутренней среды, никаких раздражителей, вместо тебя дышат, кушают, ты не знаешь, что такое голод, ты не знаешь, что такое жажда, ты не знаешь, ты ничего не знаешь. Просто вот мы с вами были такими, а сейчас мы становимся живыми. А для этого нужно быть способными воспринимать спектры частот света более высокого уровня, иметь тела, способные их пропускать, иметь сознание, которое способно это видеть. И этмология здесь для этого. Хорошо. Так, у меня тут такие прикладные вопросы, не буду на них отвечать, буду отвечать только на вопросы по этмологии и по технике. Ой, спрашивает Юля, нужно ли быть вегетарианцем? Не нужно. Я была не 15 лет, 10 лет без рыбы, яиц, мяса, алкоголя, без ничего. Сегодня я всеядна. По-прежнему у меня сегодня в рационе практически нету мяса, и не потому, что у меня его нет, а потому что мне его не хочется. Да, или там, если рыба, то она должна меня позвать, попросить, она должна быть точно свежей. Мои рецепторы до такой степени очистили, что я не всякий йогурт могу съесть, и я чувствую вот это все. Я скорее за интуитивное питание, а не за какую-то систему, которую вы взяли и наложили на себя. Поэтому, когда вы в этмологии восстановите связь со своим «я», вам не нужно будет спрашивать, какую систему питания вашему телу нужно, как вам воспитывать вашего ребенка или как вам устанавливать связь с Богом. Потому что проблема не в том, что вы не знаете, кем вам быть. Проблема в том, что вы потеряли связь с тем «я», которое знает, кто вы и кем вам быть. Проблема не в том, что вы не можете встретить свою любовь, а проблема в том, что вы утратили ту связь со своим «я», которая может, да, буквально привлечь в свою жизнь не для поработать, не точильный камень, да, а уже для наслаждения, для работы и так далее. Поэтому при установке связи со своим «я» все системы ценностей отпадают. Я могу почувствовать, что мне нужно попаститься, я хочу поголодать, я хочу на фруктах побыть, я хочу мясо. Да, вот буквально пару дней назад у мужа попросила бургер, говорю, пошлите-то купим с бокалом пива. Получилось столько наслаждения, каких-то вибраций необходимо было дополнить, может быть, на фоне всего вот этого. Вот, тело попросило. Поэтому, если вы сейчас хотите своему уму рассказать, что он лучше знает, вот, или если у вас нет хорошего контакта с вашим телом,
оно будет жить какую-то свою жизнь и кушать то, что не полезно, но ему нравится, вы будете ему в этом потакать и не понимать ни про количество, ни про качество. Поэтому мы устанавливаем связь со своим «я». И это «я» начинает выстраивать правильную коммуникацию со всеми вашими многоуровневыми структурами. Так, я новичок. Можно ли заниматься этмологией без базовых других знаний? Вы знаете, Оксан, да, вопрос из YouTube. Я считаю, что мой опыт показывает, что вот эти, кто приходят уже с каких-то систем, причем это не глубоко в какой-то религии, или там вот там, в каком-то направлении, есть какая-то такая профдеформация, что ли. Вот травматерапевты везде видят эти детские травмы, гештальтисты везде видят эти вытесненные чувства. Это правда, все это есть. Но это может быть для данной системы абсолютно не ключевым. Это не реперная точка. Она есть, эта травма, она и так проработается. Но надо было смотреть, работать с другим. В этом файле в данный момент эта травма какая-то периферия, и она далека от ядра. Вот, поэтому мне гораздо проще, когда люди приходят вообще ноль, да, и просто скорее учатся работать с полем души человека, сопровождать эти процессы. Работаем не мы, работает душа клиента, его атма, а мы нейтрально свидетельствуем и сопровождаем этот процесс. Они очень красивые, эти процессы, и каждый раз вдохновляют и воодушевляют своей живостью. Вы имеете ли вы опыт холотропного дыхания? Как сама атмология к этому относится? Да, я, скажем так, ну, и сама, даже был период, когда я хотела, когда изучала трансперсональную психологию, пойти к холотропному дыханию. И до тех пор, пока я не вошла в шаманизм глубоко и не начала уже свои путешествия с высокочастотными проводниками, скажем так, то для меня холотропное дыхание было это единственной, по большому счету, дорожкой. Единственное, что мне не хватало физики. Мне вот, и я где-то там подлетаю, вылетаю из тела, и мне просто не хватало дыхалки, что ли. Вот, у меня немели руки, но у меня воля достаточно хорошая была и есть, вот, и поэтому я выскакивала. Я скажу вам про свое субъективное отношение, потому что атмология ко всему относится положительно, да, и ко всему отрицательно, условно. Потому что для одного это жизнь, а для одного смерть. У меня личная моя история с мужем связанная, именно когда я хотела идти учиться, и мы пошли, мы тогда ребёфингом, он дышал, муж мой, и надышал себе инфекционный эндокардит, и у него было 58% летального исхода с тем заболеванием, которое у него было. И в институте Амосова сейчас лежит его история болезни, как мы его потом спасали. И каждый раз, когда я об этом говорю, мне говорят: ой, это как-то вы неправильно дышали. А при этом есть большая статистика, где действительно поднимается старая инфекция, и в данный момент она осела на клапан сердца, нельзя было, на клапане сердца нету, это хрящевая ткань, нету кровеносных сосудов. Поэтому единственное лечение – это замена клапана сердца. Он со своим сердцем, слава тебе Господи, мы прошли это, но еще раз повторюсь, он много для этого приложили, сделали. И это я не про наш опыт, я сейчас про то, что я знаю при этом огромное количество людей, которые исцелились благодаря этому методу. Я считаю, что все, что в этом мире есть, может быть лекарством и может быть ядом. Все зависит от количества и когда и кому и в какое время. Вот, поэтому, когда мы устанавливаем связь со своим высшим «я», у нас есть внутреннее знание. Я не знаю откуда, но меня туда зовет. Я не знаю, почему меня от этого сейчас отворачивает. Да, я знаю многих людей, которые так и живут, но у них нет связи с высшим «я», они скорее слушают программное обеспечение. И это может быть сопротивление бабушки, страх души распаковать вот эту вот программу реинкарнационную, потому что лично сейчас под нее не готова, и сейчас придет этот ребенок больной, инвалид, и все задачи дальше не будут решаться, и она отстраняется. И поэтому мы можем слушать программами,
и реагировать ними. Знаете, когда говорят: «Ой, не отозвалась, ой, не-не-не, это тело так как-то среагировало». Я могу послушать только того, у кого действительно установлена глубокая, хорошая связь, и очищено тело, и очищена система. И в противном случае вы просто слушаете своими программами. Поэтому то, что дает этмология, она в каждой сессии, в каждой кайтен-сессии делает шаг к центру, делает шаг к ядру. Как только у вас устанавливается эта связь, вы просто знаете. Вы просто знаете, когда вам воду пить, когда спать, когда куда-то ехать, когда не ехать, когда отдохнуть, когда поголодать, когда у вас внутреннее знание ясно, чувствование. Вот. А при более глубоком погружении истинно чувствование, истинно знание, истинно восприятие. Вот этими занимается атмология. Вот на этом чудесном вопросе я хочу и закончить нашу встречу. Я где-то рассчитывала, что мы будем с вами час 15. Будем уважать владык времени и дадим возможность подготовиться сейчас к атмасатсангу. Вот, приходите, ссылочку вам сейчас дадут. Каждый день 20:00 по Киеву мы встречаемся. Сегодня у нас дни Наваратри. Это дни ночи, священные ночи Матери Мира, где она каждую ночь в одной из своих форм побеждала одного из демонов зла. А на 10-й день праздновала свое счастье. Сегодня 5-я ночь, там есть расшифровка. Заходите, чтобы зло внутри нас, да, было побеждено. Для этого надо быть богиней, а не просто феечкой. Вот. Если мы справимся с этим врагом внутри себя, то у него просто не будет шанса снаружи, потому что наружу не существует. Наружу — это отзеркаливание всего нашего внутреннего. Все, вам огромное спасибо за то, что были с нами. Вот. И с вами до завтра в 18:00 по Киеву. И я буду уже не просто про атмологию, про кайтен рассказывать, а я расскажу о том, как судьбы наших предков влияют на нашу систему. Да, мы называем это переплетениями, как эти системные чувства потом с нами живут, как опыт прошлой жизни. В общем, я уже так больше предметно расскажу непосредственно про теорию. Поэтому интересно, заходите. Не имеете возможность, будет видео сохранено, послушайте, готовьте свои вопросы, и верю, что это знание облегчит во многом вам вашу жизнь, понимание и сделает вас более просветленным. Потому что без просветления пробуждение практически невозможно. Все, обнимаю всем сердцем Эвы, и до встречи завтра.